Всем привет! Сегодня у нас в гостях Андрей Виллаш-Бош. Андрей, привет! Привет, как дела? Супер! Условия простые. На этих карточках написаны фамилии людей, которые ты знаешь. Ты с ними работал, они твои хорошие знакомые. Вытаскиваешь карточку, рассказываешь историю про этого человека. Vamos? Давай. So, let's go! Итак, Семак всегда был, во-первых, прекрасным другом с самого начала. Очень уважаемый человек, верный ассистент. И человек, которого я всегда буду хранить в своем сердце. И как личность, и как профессионала. Ты видел в нем будущего тренера «Зенита»? Да, да, потому что у него были все ингредиенты для этого. Очень спокойный, всегда анализирующий вещи и всегда интересующийся, например, нашим методом португальских тренеров. Так что у меня очень хорошие воспоминания о нем. Мы до сих пор разговариваем, и я считаю его другом. До сих пор даешь ему советы? Нет, я бы не сказал. Ну, когда мы недавно были в Лагуше, мы обсуждали игроков, команду. Иногда обсуждали каких-то игроков, в которых «Зенит» был заинтересован, просто спрашивал моего мнения. Но, ну да, я думаю, что он хорошо учился, и это было доказано количеством титулов, которые он завоевал. Тебя удивили 5 титулов подряд? Нет, не удивлен, потому что у него есть талант для этого. У него есть талант, качество, и «Зенит» — фантастический клуб для работы, все условия, инфраструктура. И, конечно, ему удалось все это совместить и добиться результата. У него есть талант, так что ничего удивительного. Хорошо, продолжаем. Дзюба. Ну, Дзюба был одним из самых смешных игроков, с которыми я работал когда-либо. Невероятное чувство юмора. И очень помог нам, когда приехал. Мы сразу же выиграли Суперкубок, когда он приехал. Очень хорошая серия. Нам не очень повезло в тот год в Лиге Чемпионов. Это же было, когда мы выиграли 5 матчей из 6 в группе. И Дзюба сыграл большую роль. Держал мяч, объединял команду. Очень хорошие отношения с Халком, Шатовым, Данни. И он держал мяч в атаке для того, чтобы создавать моменты. Ну и, конечно, очень веселый чувак. У меня очень хорошие воспоминания о нем, очень смешные. Ой, он очень зол. Он был очень зол во время финала Кубка. Когда ты Кокорина поставил? Да, когда поставил Кокорина вместо него. Думал, что для Кокорина это будет хорошая возможность. А Дзюба был очень зол. Ну, мы смеялись в конце матча, мы выиграли у ЦСКА. Он говорил тебе что-то до матча? В перерыве? Ничего не говорил. И ни до, ни после. Но я мог видеть разочарование на его лице. Из-за того, что он не играл. В чемпионате он забивал много голов. И у него были очень эмоциональные игры против «Спартака», где он также забивал. Особенно на Петровском второй матч, когда мы победили 5-2. Это было очень эмоционально для него и очень важно. Это был хороший переход для него в «Зенит», чтобы прогрессировать. Ты сказал, что он очень хорошо шутит. Тебе кто-то переводил его шутки? Ну, в большинстве случаев, но у него есть такая веселая сторона, он не очень хорошо говорит по-английски, но он понимает. И когда он пытался говорить на английском, он делал это в своем стиле. Поэтому мы могли понять большую часть шуток, ну и потом ребята нам переводили. Симак переводил. И он всегда делал людей счастливыми и в хорошие, и в сложные времена. Самая смешная шутка от Дзюба, которую ты помнишь?
Фой, я не помню. Но у меня плохая память, я поэтому не помню. Но он шутил постоянно. Он очень много угорал над шаттлом. Он все время делал какие-то веселые лица, имитировал, изображал лица других людей, Шатов, Анюков. Ой, очень смешно. Отличный парень для раздевалки. Продолжаем. Халк. Халк — это, возможно, самый важный игрок в моей карьере, потому что он был со мной в 3 клубах — Порту, Зенит и Шанхай. И с ним мы выиграли много титулов и много невероятнейших голов. Воспоминания, которые у меня есть о нем, они об этих голах, которые он забивал и забивал. Когда мы что-либо видели от него, это всегда было очень особенно. Сильнейший игрок, невероятная личность. И думаю, что то, как он сейчас завершает свою карьеру в Бразилии, будучи лучшим игроком чемпионата, тоже утверждает его статус. И кроме того, это человек, которого я всегда считал самым лучшим игроком, которого я тренировал. С учетом всех наших отношений, успеха, которого мы добивались, которого он добивался. Очень хорошие воспоминания. В Порту он был невероятным. Лучший бомбардир в лиге. Решал моменты в Лиге Европы. Он также делал разницу. Ну и, конечно, он повлиял и на переход в «Зенит», потому что, когда я ушел из Тоттенхэма, он первым позвонил мне. И затем, уже в Шанхае, мы снова встретились. И он невероятный игрок. Количество голов, которые он забил, говорит само за себя. А в Марсель не хотел его? Я хотел его во все клубы, которых тренировал. Челси, Тоттенхэм. Челси была попытка, было сложно, потому что Порту хотел 100 миллионов, это была цена выкупа. Затем «Зенит» договорился чуть позже на других условиях. Тоттенхэм, конечно. И это было из-за Тоттенхэма, почему он не перешел, не из-за него. Он был готов понизить зарплату. Ну, они в любом случае смотрели на него как на очень дорогого игрока. Ну, Марсель. Были разговоры, но такие случайные. Не такие, которые могли бы привести к сделке. Ну да, очень особенный игрок. У него был огромный потенциал. Потенциал, чтобы играть в топ-клубах Европы. Но Япония, «Зенит», окей, Порту, но потом Китай, Бразилия. Не думаешь, что он потратил карьеру? Не, слушай, это выбор, который ты делаешь в своей карьере, он зависит от того, как ты сам эту карьеру интерпретируешь. И удовлетворение от твоей карьеры, оно приходит от твоих личных целей и задач, от того, как ты их оцениваешь. Я в своей карьере примерно тем же путем проследовал. Порту, Шанхай, «Зенит». Ну да, Тоттенхэм и Челси, Марсель. Но я чувствую себя счастливым от наполненности. Не только как профессионал, но и с точки зрения того, какой я человек. География, новые культуры, новый опыт. И, конечно, когда мы поехали в Китай, китайский футбол, он был на подъеме, и финансовые условия, что тут говорить, был и такой опыт. Но я всегда, допустим, очень хотел поработать и в Японии, и в Бразилии. Такие предложения были, но не сложилось. Я знаю, есть такие игроки, которые были много где, но мы ничего о них не можем сказать. А Халк, у него талант. Он был лучшим игроком в Португалии, в России, в Китае, в Бразилии. Если бы он поехал в АПЛ или в Испанию, он бы был лучшим игроком и там, потому что у него есть для этого талант.
Я поэтому спрашиваю. Я уверен, что он доволен своей карьерой, он доволен текущим положением дел, но он ведь мог дать футболу немножечко больше. Возможно. Но я не думаю, что он так рассуждает. Он удовлетворил свои личные амбиции, сейчас завершает карьеру в Бразилии, и ему нечего доказывать. К тому же, не забывайте, что у него был успех и в Европе, он выигрывал Лигу Европы, спорту, в «Зените», в европейском футболе. Это тоже были хорошие годы. Да, конечно, когда мы выигрывали первый титул в 2015-м, мы мечтали о финале Лиги Европы, и потом проиграли Севилье. На следующий год, когда мы выиграли 5 матчей в группе Лиги Чемпионов, мы были уверены, что мы победим, пройдем Бенфику, но мы забили и тут же пропустили. Но у нас был потенциал. Да, мы были невезучими. Было жалко, что мы чуть-чуть не удовлетворили эту европейскую мечту «Зенита», потому что это было бы очень важно для клуба. Но у Халка были прекрасные матчи в европейском футболе, он проявил себя там. Давай дальше. Фалькао. Возможно, один из... Да нет, он точно лучший нападающий, с которым я работал. А я видел много нападающих. А какой он человек? Отличный. Суперпрофессионал. Всегда работал дополнительно, всегда очень усердно трудился. Да, у него были проблемы с коленом. Колено практически всегда было под риском. Но правая нога, левая нога, голова, движение в штрафной, я ничего такого никогда не видел. Он такой тип игрока, у которого есть чувство гола. Я не видел этого во многих игроках, а у него эта особенность есть. Я помню его таким. И это тоже один из тех игроков, которого я пытался везде подписать. И в Челси, Тоттенхэм, Зенит, Китай, мы тоже говорили об этом. Марсель тоже, кажется, говорил с ним, но это было невозможно из-за его зарплаты, которую он ждал. Ну и, конечно, ему не повезло с его травмами в самое неподходящее время. И это было во время его выступления в АПЛ. И таким образом, его время в премьер-лиге, оно не так запомнилось, как, например, его время в Испании. Я говорю про Юнайтед и Челси. Знаешь, в России есть мем, это цитата Валерия Карпина, что Фалькао к нам не приедет, ёпт. Теперь мы знаем, что Фалькао был готов приехать. Какие слова ты нашел, чтобы убедить его приехать в далекую холодную Россию? Ну, «Зенит» — это было до того, как мы столкнулись с финансовым фэрплеем, мы были ограничены на рынке. Но мы действительно могли заключить некоторые очень хорошие сделки. Гарай, Хави Гарсия, Могилевец, который вернулся в клуб. И это была база вот этой вот команды 2015 года. Конечно, Затем мы столкнулись с этим лимитом, и это была вот эта грусть. Мы так многого могли достичь, и потом случился этот лимит. Если ты помнишь, ноябрь 2014-го было принято решение, что никакого лимита не будет. 10 плюс 15, да, помню. И таким образом это открыло бы нам возможность не то что доминировать в национальной лиге, но доминировать в Европе. Потому что «Зенит» — это привлекательный клуб с точки зрения условий. И мы строили действительно сильную команду. И мы говорили с игроками Жао Маутиньо, Фалькао. У нас были хорошие отношения. Да, возможность такая была, но уверенности в сделке, понятно, на тот момент не было. Но обсуждения были. И, конечно, тот факт, что этого не случилось
из-за этого нового лимита все посыпалось. Конечно, это было большое разочарование и, возможно, одна из причин, почему я в итоге хотел уехать из России. И последний. Кокорин. Приехал в январе 2016-го, отличный игрок. Я, на самом деле, злюсь на него до сих пор. Знаешь почему? Потому что он был ответственен за то, что мы не выиграли чемпионат в 2014-м, когда мы проиграли московскому «Динамо» на Петровском. И он забил. Это была моя большая печаль в «Зените», что нам не удалось сразу выиграть чемпионат, потому что мы смогли стать первыми и в итоге сами проиграли чемпионат «Динамо». Ну да, потом съездили в «Локомотив», там была ничья. Ну и, конечно, это сильно повлияло. И Кокорин играл за другую команду и отлично играл. Припоминал ему? Ой, да. Сразу же, как только смог, я сказал, ты должен быть здесь, потому что ты должен мне один титул. Так вот почему ты его на фланг ставил. Нет. Слушайте, у нас было столько классных игроков. Шатов очень хороший, Дани, Халк, Дзюба забивал. Так что, когда Кокорин приехал, у нас было время на то, чтобы он адаптировался. Не было места, куда он сразу мог бы выйти и сыграть на поле. Так что шаг за шагом поставили на фланг, потом перешли на 4-4-2, начали играть Халк Дзюба, Халк Кокорин впереди. И он получил чуть больше времени, начал забивать, что было важно для него. Всегда был хорошим профессионалом, вообще нечего сказать. Да, у него были некоторые вопросы за пределами поля, но не в мое время. Совершенно точно он об этом сожалеет. И потом он был доступен на рынке. Я пытался привести его в Марсель. Серьезно? Да, я предложил, он был свободным агентом. Предложил в январе приехать у нас. Были проблемы с нападающими. И Кокорин тоже искал новый опыт. Конечно, тяжесть его действий за пределами поля, она ему не очень помогла, скажем так. Поэтому, в конце концов, клуб решил все-таки не подписывать его. Только из-за его репутации? Скажем так, это повлияло. Но я искренне надеюсь, что у него получится все перевернуть. Он заплатил цену за свои действия. И я надеюсь, что у него все получится. Он выглядит счастливым на Кипре. Желаю ему всего самого лучшего. Спасибо за твое время. Не за что. Спасибо. Спасибо.